Сабайди, кукусики, это Катя, а я Лёша, и вы на нашем канале. В этом видео вы увидите, как мы провели свой первый день в Ван Венге, покажем вам рисовые поля и попытаемся найти пещеру. А вечером прогуляемся по городку и поужинаем в местной кафешке. Ван Вьенг – небольшой городок в Лаосе, расположенный между Луан-Прабангом и столицей Вьетьяна. Живописные виды этого городка, окруженного карстовыми горами и богатой растительностью, привлекают туристов со всего мира. Здесь вы не встретите обилие храмов, как в Луан-Прабанге, крупных супермаркетов и другой комфортной инфраструктуры. Сюда приезжают насладиться великолепными пейзажами. В свой первый день в Ван Вьенге мы решили не брать байк, а исследовать город и окрестности пешком. Мы очень любим пещеры, и Ван Вьенг может ими похвастаться. На картах отмечено огромное множество пещер, но большинство из них дикие и необорудованные. Нужно соблюдать осторожность при их посещении. Когда мы готовились к этой поездке, нашли отзыв о красивой пещере Луси Кейв. Согласно картам, она расположена совсем недалеко от города, а по дороге к ней можно посетить еще одну пещеру. А теперь отправляемся на поиски вместе с нами. Шли к мосту или какой-то переправе по карте Maps.me, но ее тут нет. Нам надо вот туда, в какие-то те горы, пещеры искать. Ну ладно. Тут еще мост, вот видим, вот где-то там. В принципе, единственный. Значит, нам туда. Подошли к мосту, к единственному в их городе. Так, это что? От бомб, да? Сувениры. Тут вот типа КПП, но никого нет. И, в принципе, можно нагнуться и проехать на мотике. Наверное, мы так завтра и сделаем. Машины здесь не ездят, хотя, в принципе, видно, что и машина может проехать, но там значок машинам въезд запрещен. Вон местные на мотиках ездят. А, вон там еще пешеходный какой-то мост есть. Катя, халат. Дождь сейчас шел. Пришлось нарядиться. О, смотри, все, европеец долго думал. И все-таки решился. Да. Еще один мост. Еще один мост, говорю. Весь залатанный, заплатанный. Выбора нет, что-то. Ну вот я не уверен, там стоят с деньгами. Слышишь? Да? Да. А те, кто выехали, платили? Нет. Это те, кто заезжает? Да. У них на заезд. Или что? Нет, может не с деньгами, она сейчас просто что-то в руке держала. И табличка тут какая. А, нет. У нее билетик какой-то. Не знаю. Ну дорог-то здесь вообще нет, как ты понимаешь. Вот все. А сюда асфальта когда приезжал, да? Когда-то приезжал. Понятно. Здорово, пацаны. Ты чё, испугался? Да не бойся. Молодой. Тебя еще не съедят. Второй уже под вопросом. Есть, смотри, кафешки даже на воде. Чё стояли? Мы такой же кафешку видели, когда стояли на Ага. Наш отель где-то там. Или там. Где-то там, в общем. Там отель, конечно, строится какой-нибудь, да. Дороги нет до него.
Как огородами будто иду. И сейчас, главное, у горы где-то вылезет из кустов человек и скажет: заплати за гору. За гору заплати, человек. Здорово, коровки. Как жизнь? Вас дали поле, там мало травы. Потому что растительности у вас много. Какой-то отельчик, наверное. Может, не знаю. Что-то жилище, но вряд ли. Вот рис растет. Да? Рисочек. Колосочек в воде стоит. Ищем вход вот в те куда-то. Пещера там есть, якобы. Сторожевые псы. Надеюсь, дойдем. Катя нашла рисовую тропу. Нифига себе. Идем по ней. Я даже ее не заметил сначала. Что рис в воде растет. Вот тут уже подсохло. Что подсохло. Все равно. Надеюсь, это не просто до чьего-то участка тропа. Так, нам надо что, перепрыгнуть? Ну, прямо туда. На соседнюю. Хоп. Здесь есть, смотри, развилка. Лево-право. Выбирай. Это может быть до дома тропа. Вот до того. А это куда? Сторожевые псы нас прессуют. А что, их мама решила как бы не рисковать, да? Где отправил? Да. А этим интересно. Привет. Интересно. Надеюсь, вас не на еду растят здесь. Вы достаточно... Вот мелкие они милые, да? Малыши. Ладно. Ищем дорогу. Да. Ходить тут можно по полю, только вот по таким насыпям, как бы. По ним, конечно, сложно ходить, но если ты по ним не пойдешь, вот, например, сколько, сантиметров 30 он идет, то ты утонешь. Вот там где-то наш город. Рис, 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 горы. Приближаемся. Надо как-то выходить с этого рисового поля и искать где-то здесь пещеры и прочее. В общем, так и не нашли прохода, только там грязь бесчеловечная. Катя ползет. Колючка, да, там есть такая колючка, и она реально колется и не похожа на колючку. Еще муравьи там бегают. На меня один сел и решил отомстить, сразу же кусанул. Пробравшись здесь, да, неочевидный путь через джунгли, все-таки нашли, где когда-то, видимо, был и тикет, и что-то. Вот тут цемент остался, если что. У пещеры тут много мешков, 32,5 килограмма или что, или это марка цемента, не эксперт. Цемент написано М32.5. Кто-то летает рядом. Да, а вот там, видимо, был дальше заход когда-то, когда была цивилизация, вот что-то строить хотели. Улитка живет. О, и там улитки живут, им нравится. Конечно, ни тропы, ничего нет. Наверное, мы не полезем. Ну, понятно, не полезем, Катя полезла. Катя, ты понимаешь, что это все может сгнить 7 раз? Но нам надо, Кать. Ой, блин. Ну. Что? Ну, я тоже предлагаю назад идти. Все прогнило, Кать. Ну и слава богу. Все прогнило, везде грязь. Вот, пожалуйста. Вот такие дорожки. Да. Понятно, такие и у нас есть в России. Но
У нас сетчатая обувь. Дорога. Лосины, кстати, помогают. Что растительность тоже тебя хочет убить. Уже упал один раз. Рюкзак нам. Смотри, мы все ближе и ближе к какой-то горе. Снова рис растет. Учила здесь Что-то строится. ферма просто. Встретили одного местного женщину с корзиной. Угу. Да, как-то странно на нас посмотрела. Ну, потому что она не поняла, зачем мы идем на огород ее соседа. Мы точно не рис воровать. Потому что он еще не созрел. Катя нашла паданцы помела. Бери палку лучше. Дивно. Вот этот вот целый, без дырок. Кать, ты съешь, продрищишься. Да ты не залезешь. Палку где? Ну, в кустах. А здесь кто-то, мне кажется, это ведь очистил и съел. Да, кто-то чистил. Это кто-то очистил и съел. О, правильно, давай. Она нарощенная. Нарощенная. Чувак оставил ее, помело себе сбивать. Так-то два хороших есть. Без дырок. Ну, с ними по горам и полезем. Их надо где-то ложить, прятать. Вот эти два. Предлагаю где-то заначить. У них нет муравьиных дырочек. Сможешь сама? Да, вот это бей. Не. О, ну. Опа, вот палку ты сломала, молодец. Она теперь стала мягче. Она сейчас сама переломится. Вот тут вот Ай, Катя. Давай ты попробуешь. Это дерево помело, но не очень высоко. Нашли какую-то местную палку. Она была нарощена, но она у нас сломалась. Ну попробуй другие тогда. А то сейчас палка сломается. Опа. Ага. Опа, есть. Всё. Добываем еду на вечер. Короче, вот эти мы сбили палкой, а эти лежали на земле, как паданцы. Но на них нет дырок, муравьев, ничего, они не гнилые, упругие. В общем, наверное, возьмем. Катя нычет помела в лесу. Чтоб на обратном пути забрать. Тут тропа. Да вряд ли по этой тропе кто-то ходит. Дай маленький лист, я на него На. положу. Большим закрою. Все, Катя прячет. Нычки, добыча. Все, нормально, пойдем. Нам еще через воду сейчас переползать. Вот куда-то туда. Давай, нормально все. Я прошел, ты пройдешь. Я плохо хожу по таким штукам. Ты, главное, потом на жопу не падай. Ну, вот, обоялась. Боюсь я, конечно. Не бойся. Равновесие хуже твоего. Пойдем сюда. Кажись, мы не пройдем. Ты не пройдешь! Моста-то нет. Да, печалька. Ну не судьба нам сегодня до города идти, Кать, не судьба. Помело добыли и все. Я не думаю, что тут где-то еще мосты есть. Вафельки с дурианом были. Воняет ужасно. А на вкус? Что на вкус? Ужасно. Настолько же, насколько и запах. Дуриан. Дуриан. Сладенько. Ну не наврали. Потому что мангостин были другие-то. Там я им не сказал, что мангостином отдавала. А может не надо?
Господи, ты мой. Плевать тянет. Ужас. Дуриан – крупный плод, покрытый твердой кожурой с большими шипами. Растет в Юго-Восточной Азии, и в некоторых странах его даже называют король фруктов. Мякоть дуриана имеет форму гигантского боба, а по текстуре напоминает заварной крем с миндальным привкусом. Аромат крайне необычный. Для одних людей он сладкий и приятный, а для других запах просто отвратительный, напоминающий гнилой лук или сточные воды. Ставь лайк, если после коронавируса ты тоже не мог есть некоторую пищу, так как ощущал от нее такие же ужасные запахи. К сожалению, в этот день нам не удалось посетить ни одну из пещер. В первую проход был слишком опасный, а во вторую мы не добрались из-за разрушенного моста. Больше 2 лет Лаос был полностью закрыт от туристов из-за коронавируса, и ранее посещаемые места теперь полностью заброшены. Да, природа в тропиках может очень быстро все поглотить. Возможно, есть другая дорога к Луси-Кейв, или сейчас, когда начался туристический сезон, появилась новая. Кукусики, напишите в комментариях, если вам удалось посетить эту пещеру. После этого мы вернулись в отель, а вечером продолжили нашу прогулку по городу. Так, давайте сыграем в игру. Угадаем, что же это такое за здание. Ага. Есть варианты типа, возможно, это отель. Или храм. А нифига. Это ресторан. Должен был быть. Единственное, наверное, его выдают вот эти окна стеклянные и двери стеклянные, которые в храме бы точно не использовались. Вот. По факту все заброшено. Ждет своих туристов. Это, видимо, до ковида все строилось. Так и не открылось, может, не достроилось. Вот город. Как город? Это деревня дальше. Городом я это назвать не могу. Едальни, храмики. Ну, храмов-то мало, конечно. Это не Улан Прабан. И что, и отели от мала до велика. Только туристов нет. Все заброшено. Такие вот дела. Что у них там? Гараж? Что в гараже? Да, храм. Да, что-то готовят. Рис, я думаю, или пареное что-то. Ну, пароварка, видишь? У нас не любят пароварить. Думаешь? Ты видела? Да, сейчас переложил. Хочешь, можешь взять. Вот он, весь Ван Вьен. 3 улицы. Да, в темноте его вчера не видно. Ну что, пойдешь, спрашивай? Вон парни что-то решают. Опять мы на дороге. Ну давай, что же тут у нас? Что-то 5000 и что-то. Ну я обойди. Бао? Ну давай возьмем одну. Five. Ну вот это вот так. Чем тут торгуют? Бананчики всякие. Что это? Это что, кофе, Кать? Нет? Или нет? Что? Кофе или нет? Нет, тут что-то пальмовое. Так, тут есть рыба. Тут есть, смотри, какие твари. Обойди. Это что, тоже рыба? Ты видела? Перчик, огурчик, чесночок. Снова штука, которая даже не знаю. Опа, а тут вафельки. Сушеные бананы. Гигантские стебли, трава. Фасоль. Фасоль? Фасоль. Похоже на фасоль. Куча зелени, огурцы.
Наши, кстати, огурцы намного вкуснее. Наши ароматные, они как-то Да. взрослые. А это что такое? Это мы видели в этом. В чем? Это на каких-то цветах рисуют. Я Ну, я- видела в лесу. А понял, что они едят все, что не прикручено? Лаймик и бананчики. Это, кажется, рыба здесь водится такая. Ну, какая-то маленькая она вся, тухленькая. Тут что? Тут мясо охраняют от мух. И потроха из петуха. Фруктики. Маракуйя, смотри. Ну, это другая. Это не маракуйя, эти, которые вторая. Там, Какая? Забыла, как она называется. Пробовать будешь? Можно одну. Еще прикольный храм нашли. Кенаги на входе. Так. И вот здесь такой первый раз вижу. Зелененький. Наги зачетные. На эльфа больше похож. Не в обиду верующим, просто похож. Ну, тут будет так немало. Коллекция, я бы даже сказал. На любой. Тут Будда есть поевший. Женщина. С палкой. Золотые петухи. Прикольно, прикольно. Тут разуваться надо. Вот такие машины по Ван Венгу ездят. Это Феррари? Не, это Бентли. Посмотри, у него даже каждая фара как сделана. Гибрид. Реально за цену этой машины можно тут пол деревни купить. Ах, какое же расслоение. Ну чё, Катя, ты где? Ван Венге, вот. И Катя говорит, сильно как бы не критикуй. Он не то, что он не помойка, он такой просто, ну вот, чуть-чуть ему не повезло. Чуточку так. А ночью здесь вообще шикарно. Света ноль. Вот ты идешь, тут вот это что-то все горит. Это какая-то стоянка для больших домов. Ну это вот буквально вот там две дороги, там еще там отели, вот это все проще и все. И вот, а зачем там автострада? Ну как автострада? Там дорога есть. Дорога, это не автострада. Да, вот Она кафешки. Уже. Так, что у нас тут? Ну, на собак не похоже. Какие-то курицы или утки, что-то еще. Так. Блин, вот такая дорога. Тут что у нас? В общем, чтоб мухи не летали. Кому Ленин гонять. О, сейчас типа корешки. Такая вот. Собаки. Так, ну тут все обычно. Тут снова пацаны крутятся. А он там по цепям ходит. Моторчик. Крутит. Рыбка. Кать, рыбку хочешь? Ну что, с Катей зашли в кафешку местных, искали сейчас ее. Мы сейчас в Ван Венге. Это что-то типа папайи салата, только... С рисовой лапшой. Да, тоже остров. Так что, вон, Катю продирает. Попросили, главное, все не острое. Но дали все острое. Вот так местные чилят.
Едят только местные. Европейцам тут не попахивает от слова совсем. А тут грязь. Вот. В целом тут намного дороже, чем в Луан-Прабанге. Но и менее вкусно, я бы сказал. И сидеть неудобно. После ужина решили взять себе сладенькое. Зашли в кафешку, где готовят вот эти блинчики. Роти, наверное. Вот. Взяли одну с нутеллой и вот эту с яйцом, со сгущенкой и шоколадом. Это стоит 15, это стоит 20 тысяч штук. Сейчас будем пробовать. На этом закончился наш первый день в Анвенге. Впереди вас ждут выпуски из этого города. Кстати, на нашем канале уже вышло видео, как мы добирались в Анвенг из Луан-Прабанга на поезде. Обязательно посмотрите. Друзья, спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, а также оставляйте свои комментарии под видео. И не забывайте, путешествовать нелегко, но это точно того стоит. Те обилие храмов, как... Ну все, началось. Так, правильно. В смысле? Я не понимаю, что делать. Что Я делать? знаю. Это заброшка. Там затопило подземный паркинг. Там пролавывают рыбы. Ну, куча мусора и еще рыбы. И бомжи. В красивой пещере... Прилетели. Тут очень много птиц, и они нам мешают бесконечно. Они говорят, ваш контент хорош. Смотри, там сидит одна на фонаре. Смотри, смотри, смотри. Видишь? Вон вижу. фонарь, видишь? Вот так фонарь, видишь? Сидит, нахохлился. Вижу фонарь, ставлю лайк. Мухи. Мы ж не коровы, почему мухи к нам приходят? Так им кровь нужна. Причем тут Так они же нас не едят. Ну, они питаются. Еще тебя Протестить. хоть одна муха до крови укусила? Ну, в России, да. Навозно. Ноги болят. Сегодня ходили на пробежку с Варламовым в 9 утра. Угу. Было клево. В твоих мечтах. Нет, это правда было. Да, Я да. не стукнулась головой, я его видела, я с ней сфоткалась. Врачи сказали не спорить с ней, пока у нее. Норм? Надеюсь.